Бредонами зовут. По названию деревни. Деревня вся на скалах. Один ряд, второй ряд. Земли-то не было, по сути дела. Рвали это оленям ягель, да? Оленей держали. Эту ягель всю вытряхали туда. Вот, что оставалось от коров, вот так землю наращивали. Раньше вот эти поморы, они же не было ни мотора, ничего. Умели ставить парус, находить галсы, чтобы парус как поставить правильно, откуда. И на этих шнёков они, в общем, парусили. Вот мой прадед Артемий, он уезжал бить тюленях, на Новую Землю дважды там зимовал. А третий раз он попал на Шпицберген. Так это же очень-очень далеко. Да, у нас даже эта посуда была типа норвежской, что ли. Вот, вот. Когда они ездили рыбачить, да вплоть до Шпицбергена, вот эту посуду и привозили. Вот когда в советское время здесь был колхоз. Колхоз был миллионер, 3 судна было. Входили в Баренцуху, треску ловили. А здесь люди работали в основном, траву анфельцию собирали, фикус собирали, ламинарию. Очистится море ото льда, все поморы на дальние острова уходят. Во время отлива собираем водоросль, анфельцию. Тут уж со временем не считаемся, дело-то сезонное. Конечно, собирать ее потяжелее, чем грибы в лесу, но прибыльно для поморов. Невзрачный на вид груз, а ценный. Нужен он и медикам, и пищевикам, и химикам. Вот фикус, это уже сухой, вот почти сухой. Вот такой его раньше принимали. Ну, вот тут недосушенный, а так вот он такого вида был, когда полностью сухой. Вот полностью сухой. Тут с грязью чистить надо. Чистили. Вот такую водоросль принимали раньше, да? Да, фикус. Стоил 4 копейки килограмм. Колхоз работал, бляха-муха, тут деревня была, столько народу. В каждой семье, считай, самое мало 4 детей, а так, бляха-муха, 6-8. Вот она, доля рыбацкая. Ставь сети, снимай, латай дыры, опять ставь. Поморы, они себе на хлеб зарабатывали тем, что ловили рыбу и добывали морского зверя. Так они и говорили: море – наше поле. Это мой дядька двоюродный, это муж моей тетки. Из нашего рода. Оба Коновалова, только хотела сказать. Жизнь кипела, народу было много, работа была у всех. Потом вдруг правительство наше решило, что в Белом море нельзя ловить треску. И они не подумали о том, что колхозники рыболовецких колхозов, а на что они будут жить. Раз треску нельзя ловить, остается только здесь горбуша, семга. А квоты такие, что не прокормить даже себя, не то что семью. И люди сразу стали уезжать. Все, через 2 года уже тут полдеревни не было. Тяжело, ну что делаешь-то? Жить-то надо. Но ведь пенсия-то небольшая. Тяжело, не тяжело. Работать надо. Тут-то что? Раньше-то колхозы были, да всем работа была. Раньше наши родственники, у кого-то отцы и матеря работали в море, на них и колхозы держались. Они даже не на моторках, а на веслах ездили в море, без всяких моторов, и на очень дальние тони. И жили еще лучше, чем сейчас. В Агриле, 2 года работали, 2 года отдыхали. 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 2 года работали, 2 года отдых
ламинарии, ну, водоросли морские. Ставили тут сетки, не вода, сдавали в колхоз рыбу. И этим жили. Потом все со временем изменилось. Все стало по-другому. И жизнь стала другая, и люди другие. И работы людям нету. Это рыбацкая тоня. Только, Я так понимаю, ты тоже здесь тебе довелось порыбачить, да? ну да, немного было. Но я не очень-то, вот. Это по-нашему называется тоня. В общем, здесь рыбачили рыбаки. Вот, посмотри. На субботу и воскресенье уезжали домой на выходные. Там развешивали лапугу раньше. Морская капуста, ее вот по одной штучке ложишь вот сюда, и вот так рядком, и вот она высыхала. А потом ночью часа 2, чтобы она отдалась, такая вяленькая была, мяконькая. И вот сдавали такое. Да, далеко сюда на работу было ездить. Да, еще дальше тони есть. Мне нравилось морские водоросли багрить. Очень даже. Но тяжелый труд, очень тяжелый. Вообще-то я выросла здесь, родилась. Просто меня воспитывали бабушка и дядя, и сестра. А всему я сама добивалась. Красиво здесь. Это моя родина. Очень красиво. Карпас устанавливать буду. Еще в XIV веке деды наши, выходцы из Великого Новгорода, поставили срубы на Белом море. Поди уже 6 веков нашему селу Гридино. Ничего не изменилось, даже те же орудия лова практически остались. Те же лодки, моторы другие стали. Кто ее знает, рыбу эту? Придет она к берегу или не придет? Вот в этом году нету, и все. И люди сидят без денег. И что в зимуху как уйдут? Вот я не знаю, что будет. Поговаривают, что придется, наверное, наниматься на вахту куда-то, потому что иначе никак. С рыбой все с каждым годом хуже и хуже. В этом году с рыбой очень плохо. Даже треска, бляха-муха, в сетку 1-2 попадет. Плохо ловится. Там еще рыбы вот карбасами водили. Но вот там карбас стоит, но он еще маловат. А те бляха-муха там тонны. Только борта чуть-чуть торчат, полные рыбы, блин. А сейчас уже все, на удочку не клюет. Ни в сетке нифига нету. Ни трески, ничего. Абсолютно, блин. Да? Экология-то влияет. Сейчас тут это самое, после войны, зато сколько и плиту затоплено. Она все разлагает. Да, плюс испытания же подводные лодки же испытывают. Спуск баллистических ракет. Все ж отсюда, с Белого моря. Так что делать такое? Здесь же рыба была, даже акулу. Я вот сама видела, отец мой поймал при мне метра 20 ли, акулу такую. Они через горло Белого моря приплывали. С годами рыбы уже вообще мало стало.
Может быть, мы сами, люди, виноваты, что загрязняем природу, и все это влияет. Все от людей зависит. Как человек относится к морю, так и море отнесется к нему. Не знаю, что дальше. Мне кажется, ничего хорошего дальше не предвидится. Москва, Питер, вот что развивается. Блядь. И газ, нефть. Живем, бляха-муха, на нефти, а бензин 50 рублей, бля. А на лит бензина, тут бензина и в заправке нету, кажется. Да, у вас же лодки все нужны. Ну, все надо заправлять, бляха-муха. Сейчас уже отучились на парусах-то ходить, на веслах. А сейчас уже и моторы-то все импортные, уже нет российских, нет ничего. Владимир Путин сегодня в Новоогарёве провел большое совещание по экономическим вопросам. Оно прошло в режиме видеоконференции. Как пандемия сказалась на деловой активности и, главное, как в этих условиях поддержать граждан. Эти темы президент обсудил с представителями профильных министерств, с главой Центробанка. Владимир Путин заявил, экономический спад в России не такой сильный, как в других странах, и добиться этого удалось благодаря своевременно введенным мерам. Путин большое дело сделал, как бы, Крым, да, сколько у нас народу за Крым погибло, блядь, Севастополь, ё-моё, да. А мы-то потеряли доллар, елки-палки, 80 рублей, блин. Так, я на пенсию выходил, у меня 500 долларов была пенсия, а сейчас 250. Ну, если в доллары перевести. Ни хера себе. Да матом я уже ничего не сказал пока. Вот я читала, что поморы не должны были ругаться матами, потому что если ругаешься матом, рыба не будет ловиться. Но я не помню, чтобы матом ругались мужики. Но вот насколько я помню, женщины ругались. Видимо, потому что они не ходили в море. Может быть, потому что от бабушки не слышала, а вот от женщин, да. Ну, бабушка рано умерла, поэтому я не помню, чтобы она ругалась. Дедушка-то точно не ругался. От мужиков не слышала. Сейчас-то полно ругается. Пока бабки не поумирали, я успела словарь собрать. Именно гридинский, потому что словарей поморских существует очень много. И архангельских, и мурманских, и карельских, и общих, и много. И я еще свой составила. Ну, может, дети издадут. Может, когда-нибудь кто-нибудь что-нибудь. Не знаю. То есть это пока все черновики? Все черновики. Все черновики. Вот, как говорят, развивайте туризм. Не дорог, вот ехал, да, какая дорога. Вот и развивай тут туризм. А так мы, конечно, можем, за счет туристов можем бы потихонечку там существовать. Даже молодежь, та, которые вот уехали, они мечтают вернуться сюда и здесь жить. Но работать-то надо, семью-то как-то надо кормить. А как вы думаете, а какие перспективы, что может вдохнуть жизнь в Гридино? Ничего. То есть и туризм не спасет? Я думаю, нет. Я думаю, не спасет. Будет угасание? Будет дачный поселок будет. Безработица в России еще находится на достаточно высоком уровне. Ну, еще вот тут нету. Лес вырубили, Карелии не нужна стала, бляха-муха. Было хоть какое-то производство. Колхоз загубили, блин. То же самое Анфельцев, то же самое Чикаш. Ее же тоннами, бляха-муха, заготавливали, сушили, блин. В Архангельск, куда? Она ж куда-то шло. А теперь не стало ничего не нужно. Магазин хоть не отняли, это тот хотели отнять. Почты нет, медпункта нет. А если бы это все было потихоньку, так и приехали бы и другие, не только наши, да, вот так. Но мне кажется, это просто тут упущено. Восстанавливать навряд ли будет, да. Вот такие, брат, дела. Сеточки проверим. Я отдыхаю в море, дышу свежим воздухом, отдыхаю,
физически и вообще душевно. Нравится мне просто, даже если хотя рыбы нет. Проехать в море. Не знаю, как-то море успокаивает. Тянем потихоньку. Рыба кормит, лес кормит. Ну, просто уже привыкли к этому. Понятно, ты на это внимание не обращаешь. Да, бывает, что накорячишься, вот ты доплюешься, думаешь, да нафиг это надо. Там, раз что-то прошло, бляха, успокоился, все нормально. И дальше то же самое так и продолжается. Так что, как текущий день проходит, и все то же самое.